1997 году мотогигант Honda выпускает в продажу очень интересную модель X4, которая предназначалась в основном для японского рынка. Однако небольшая часть мотоциклов все-таки поставлялась в Европу, особенно в Германию, где они до сих пор считаются культовыми. Задумка Honda была в том, чтобы сделать байк, имеющий черты популярных пауэр-круизеров, но с более спокойным нравом для повседневной езды в городе. С самого момента появления Honda X4 многие эксперты и пользователи сразу же увидели сходство с Yamaha VMAX 1200. Очень похожими были форма выхлопной системы, седло, задняя часть мотоцикла, включая меньшее колесо со сплошным диском. Однако по своей концепции это были совершенно разные мотоциклы, да и мощность X4 сильно уступала 145-сильному VMAX. Внешне X4 получился не столько агрессивным, сколько аккуратным, стильным и в какой-то мере сдержанным. Спереди он выглядит довольно обычным, но вот задняя часть сильно бросается в глаза за счет хромированных двойных глушителей, которые были сделаны большими, но короткими, чтобы по максимуму не закрывать широкое заднее колесо. X4 по сей день заставляет сворачивать голову простых зевак. В 2000 году байк получает небольшой апгрейд и аббревиатуру LD, которая расшифровывается как Low Down. У мотоцикла теперь еще более низкое на 10 мм седло, общая высота также уменьшается на 10 мм, а колесная база на 5 мм. Двигатель не черный, а серебристый. Обновляется дизайн передних тормозных дисков. В прошлой версии сплошная нерабочая часть, в LD 7-лучевая. Также с ужесточением экологических норм мотоцикл получает новую систему дожига выхлопных газов. В 2003 году, в последний год производства, предлагалась ограниченная версия в черном цвете Black Edition. Сердцем мотоцикла является не новая разработка, а переработанный двигатель от Honda CB1000. Его цилиндром увеличили диаметр на 1 мм, а ход поршней на 13,6 мм. Так японцы получили объем 1284 кубических сантиметра. Однако пиковая мощность совсем не соответствует внешнему виду мотоцикла и составляет вполне обычные 100 лошадиных сил, что всего на 7 лошадиных сил больше, чем у CB1000. Но надо отметить, что она производится на 2000 оборотов раньше, при 6500. Естественно, ставка инженеров Honda была на крутящий момент, который составляет 121 Нм на 5000, что всего на 2 единицы меньше, чем у VMAX. За питание отвечают 4 36 мм карбюратора. От 0 до сотни байк разгоняется за 4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км в час. Однако этот вопрос решается с помощью чип-тюнинга. Honda X4 значительно лучше управляется, чем большинство круизеров, благодаря прочной стальной раме и мощному алюминиевому маятнику. Подвеска состоит из передней 43-мм телескопической вилки с наклоном 31 градус и ходом 130 мм, а также двух задних амортизаторов Showa, ход которых 132 мм. В LD-версии они имеют красные пружины. За торможение отвечает два 310 мм диска с 4-поршневыми суппортами Nissin спереди и один диск диаметром 267 мм с двухпоршневым суппортом сзади. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 270 кг. При такой массе и большом двигателе мотоцикл довольно немало кушает. Средний заявленный расход топлива около 8 литров на 100 км. А из-за маленького бака в 15 литров X4 имеет и маленький запас хода, что еще раз подтверждает, что этот мотоцикл городской житель.
Многие, кто хоть раз ездил на VMAX 1200, сев за руль X4, не находят в нем ту самую возмутительную мощность, которая делает поездку запоминающейся, и считает его скучноватым. Оно и понятно. Мощность-то на 45 лошадок меньше, однако благодаря почти такому же моменту X4 тянет ниже 2000 оборотов в минуту даже на самой высокой из своих 5 передач. А на нижних передачах он обеспечивает бесперебойную мощность вплоть до красной зоны на 7500 оборотов в минуту. И несмотря на небольшой табун лошадей, Honda X4 в некоторых странах стал по-настоящему культовой моделью, собравшей целую армию почитателей.